Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я рада вас приветствовать. В этом видео хочу вам показать мастер-класс по вязанию вот такой интересной прихватки или подставки под горячее. Итак, давайте приступим к мастер-классу. Нам понадобится 3 цвета нити и крючок по размеру. Я буду вязать из пряжи Троицкой фабрики, которая называется «Огонек». У меня такие небольшие остаточки и крючок номер 2. Итак, приступим. Берем один цвет и начинаем вывязывать первое кольцо, первую деталь. Набираем 33 воздушные петли. Я набрала 33 воздушные петли, цепочку складываем, смотрим, чтобы она не была перекручена, вот таким образом. Накладываем друг на друга и в первую петелечку вводим крючок и вяжем соединительный столбик. То есть замкнули в кольцо и смотрим, чтобы цепочка не была перекручена. Одна воздушная петля. Теперь в каждую полупетлю первого ряда мы должны провязать столбики без накида по кругу. У вас должно получиться 33 столбика без накида. Провязываем по кругу первый ряд столбики без накида. Я провязала 33 столбика без накида и соединительный столбик в первую петелечку подъема. Вот так мы провязали первый ряд. 2 воздушные петли. Второй ряд, 2 воздушные петли, делаем накид и в основании воздушных петель вот сюда провязываем столбик с накидом вместе. Вот так. То есть следующий элемент, в каждую петлю мы должны провязать 2 столбика с накидом с одной вершины, то есть не законченные 2 столбика с накидом с одной вершины. Одна воздушная петля, в следующую петлю вяжем столбик с накидом, незаконченный, то есть оставляем петелечку на крючке, опять накид и в эту же петлю еще один столбик. У вас на крючке 3 петли, протягиваем через 3. Вот такой вот элемент. Одна воздушная петля, опять 2 столбика незаконченных с накидом, 3 петли на крючке, протягиваем через 2. Вот мы провязали 2 элемента. И так нужно по кругу в каждую петлю 2 столбика незаконченных с накидом, а между ними 1 воздушная петля. Провязываем. 33 элемента у вас должно получиться. Я заканчиваю вязать второй ряд. 33 элемента провязала, последняя воздушная петля и соединительный столбик петелечки подъема. Вот так, второй ряд. Приступаем к третьему ряду. Набираем также 2 воздушные петли. Смотрите, теперь мы будем вязать по 2 незаконченных вогнутых столбика с накидом, то есть делаем накид. Воздушная петля считается у нас уже как столбик. Под эти 2 столбика, то есть вот так крючок под них, сзади, поддеваем и вяжем вогнутый столбик. Здесь провязываем один, потому что петли подъема уже считаются как столбик. И также через 2. 1 воздушная петля, повторяем элемент, делаем накид, вводим крючок под вот этот элемент, захватываем рабочую нить, протягиваем ниточку через 2. Опять накид, сюда же под этот элемент крючок, захватываем рабочую нить, протягиваем через 2. Теперь у нас 3 петли на крючке и через 3. Вот такой элемент получается. 1 воздушная петля, повторяем, накид, крючок под элемент предыдущего ряда, через 2 петли оставляем на крючке петлю, накид, еще раз под этот же элемент, через 2 петли протягиваем ниточку и теперь через 3. Вот так нужно провязать весь третий ряд. Не забывайте между элементами делать 1 воздушную петлю. Провязываем. Я заканчиваю вязать третий ряд, 1 воздушная петля и в петли подъема соединительный столбик. Вот я провязала 3 ряда. Смотрите, какая красота вырисовывается. У вас должно получиться точно так же. Последний 4-й ряд. Набираем 1 воздушную петлю. Последний ряд мы провяжем. Все столбики будут вязаться столбиками без накида. То есть мы вяжем 1 столбик в сам элемент и 1 столбик в арочку между элементами, где у нас была 1 воздушная петля. То есть в сам элемент 1 столбик без накида и следующий столбик в арку. Таким образом, у нас 33 элемента. Так как мы еще вяжем столбики в арку, у нас количество столбиков увеличится вдвое, то есть будет не 33, а 66. Вот сейчас был в арку, теперь в сам элемент. Столбик без накида и опять в арку.
И так по кругу провязываем. У вас должно быть 66 столбиков без накида. Провязываем. Я провязала 66 столбиков без накида и соединительный столбик вот в петлю подъема, который набирала. Провязали соединительный столбик, ниточку вытягиваем и обрезаем. Обрезали нить, сейчас я ее на пару стежков опущу так вот вниз, чтобы она не мешала мне зрительно. Можно полностью заправить сразу. Я пока опущу, потом все ниточки буду заправлять, когда мне изделие уже будет готово. Вот так опустила. Смотрите, вот мы связали одну деталь. Теперь берем другой цвет, то есть второй цвет, у меня будет это горчичный. И также набираю 33 воздушные петли. Я набрала 33 воздушные петли. Теперь берем наше кольцо и смотрите, вот цепочку лицом кладу сюда, продеваю насквозь и разворачиваю. И в первую петелечку подъема вставляю крючок. Смотрите, видите, что нужно расположить цепочку так, чтобы у нас вот эта лицевая часть шла сверху и уходила под низ. Так, ниточку, немножко неправильно, нитку назад. Теперь продеваю и соединительным столбиком соединяю. Смотрите, чтобы не перекручивалось, да, вот так у нас должно располагаться. Одна воздушная петля, и все то же самое, что мы проделали все ряды, да, сначала столбики без накида, первый ряд, потом столбики по 2 столбика с накидом, здесь получается вогнутые столбики и столбики без накида. То есть все то же самое мы провязываем по кругу, просто вот так вот перемещая воздушные петли. Далее нам нужно провязать 8 таких кругов. На 9 кругу я покажу вам, как это дело замкнуть все в кольцо. Итак, провязываем 8 кругов. Я провязала 8 кругов, смотрите, какая красота у меня получается. Сейчас будет последний 9 круг, и нам это все изделие нужно сомкнуть в кольцо. Но правильно, да, расположить последнее колечко. Смотрите, у меня осталась темная нить, надеюсь, вам все будет видно. Но чтобы понять, можно обратить, например, внимание на вот этот круг. То есть вот у меня кончик, например, вот это начало, да, я кладу, то есть как здесь, наверх предыдущего, наверх, вот так вот под низ, да, то есть вот так сверху. Далее у меня идет, выходит из-под низа, и вот этого круга нужно положить наверх, то есть сюда наверх, соединяем сюда наверх, а этот кончик нужно под низ зеленого, вот так. И теперь мы смотрим, чтобы не было прокручено, внимательно, прокручено, лицом к лицу, вот они. Последний будет у нас такой более неудобный. Вот, 2 кончика соединяем, затягиваю петелечку, вставляю крючок, нахожу первую петлю и соединяю. Это самое сложное, да, как бы соединить теперь все в кольцо. Ну и далее, так же как все круги мы вязали, нужно провязать. Просто поднимаем вверх. Мы поднимаем работу так, как нам удобно. Иногда я, когда вяжу вот эту ниточку, сразу прокладываю и провязываем то же самое. 4 ряда. Первый ряд столбики без накида, потом столбики 2 столбика с накидом, да, то есть все то же самое. Теперь провязываем, прокручивая нашу работу, прокручивая этот круг, провязываем последний 9 круг и будем заканчивать нашу прихватку, подставку под горячее. Я соединила кольца, смотрите, какая красота, заправила все ниточки, аккуратно располагаем кольца, расправляем, разравниваем. И еще обратите внимание, что у нас в каждом кольце есть начало вязания. Вот когда мы будем кольца сейчас соединять, провязывая по кругу, вот это начало вязания нужно спрятать под низ. Вот, например, вот так, да? То есть спрятали и просматриваете, чтобы все были... Это начало вязания, все кончики, да, были спрятаны, и тогда у вас будет очень аккуратное изделие. Итак, у меня осталось немного вот такой салатовой нити. Я ей хочу обвязать край.
Обвязывать я буду столбиками без накида. Первый ряд по кругу провяжу просто столбиками без накида, а второй ряд будет рачий шаг, чтобы немножко декорировать нам изделие, да, край, чтобы был красивый. Так, сейчас я найду, где у меня здесь начало вязания. Так, вот оно. Пусть оно будет где-нибудь вот так. Вставляем крючок, захватываем рабочую нить и провязываем. Сейчас провяжем одну воздушную петлю, я делаю двойной нитью, и дальше ниточку буду заправлять, то есть прокладываю так рядом с петелечками. Провязываем 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот я провязала 16 столбиков без накида. Переходим ко второму кольцу. Смотрю, где у меня тут начало вязания. Где оно, где? Что-то уже и не видно. Так, вот оно. Немножечко прокручу, чтобы под низ спряталось. И прикрепляю. Ну, примерно вот они располагаются, да. И начинаю вязать, где идет соприкосновение, ну, двух колец, да. Так. Вставляю крючок и провязываю также 16 столбиков без накида. Таким образом нам нужно провязать по кругу каждое кольцо. Только я вас прошу, вот, да, вот эти вот, видите, начало вязания, прокручивайте колечки, чтобы начало вязания у вас пряталось вовнутрь. Тогда изделие будет очень красивое. По 16 столбиков без накида провязываем по кругу. Последний 16 столбик. И соединительный вот сюда, где мы начинали наше вязание. Все, я обвязала по кругу. Так, обвязала по кругу, смотрите, сразу вырисовывается такая красота, да, границы. А второй ряд я провяжу рачьим шагом. На самом деле здесь достаточно, уже можно и одним рядом обойтись, но я хочу немного декорировать и провязываю рачий шаг. Как вязать рачий шаг, и ссылку я оставлю в описании к этому видео. У меня на канале есть 4 разновидности рачьего шага. Вы можете любым обвязать. Я буду самым первым, самым простым. Вводим крючок в предыдущую петлю, захватываем рабочую нить и вытягиваем. То есть рак пятится у нас назад. И таким образом у нас получается такой зубчатый край волнистый, более декорированный. Сейчас немного провяжу и покажу вам, как это будет выглядеть. Вот, смотрите, видите, как отличается сразу край такими зубчиками. Вот таким рачьим шагом я обвязываю всю подставочку по кругу. Я обвязала подставку рачьим шагом по кругу. Смотрите, как оригинальненько получается. А теперь хочу сделать небольшую петелечку. Наберу 15 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 воздушных петель и прикреплю вот сюда. Ну, прям в эту же петлю, получается, в эту же петелечку, где я и набирала. Эти 15 петель просто соединительным столбиком. Соединительным столбиком, и здесь сзади соединительный еще переведу вот так назад с обратной стороны, чтобы хорошо ниточку заправить. Вот так. И только сзади эту ниточку обрежу. И получается вот такая вот петелечка. Ниточку обрезаем. Так, эту нитку сейчас обрежем. Вот. Ниточку потом заправлю. Сейчас нам нужно стянуть наше вязание.
Смотрите, как мы поступим дальше. Теперь нам нужно центр стянуть. Я отрезала небольшой кусочек ниточки, вделаю в иголочку, но можно и с помощью крючка это делать. То есть, смотрите, расположила все, получается, колечки одинаково, да, все перевернуты так, как нужно. Теперь берем любое колечко, начну, например, вот с этого зеленого, и нужно отсчитать вот от начала этого вязания 25 петелек. 1, 2, 3. Сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25. Вот сюда, снизу вверх, поддеваю вот так вот спицу, да? Ой, извините, иголочку. Теперь здесь также беру от начала вязания, считаю 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. И снизу вверх вот так поддеваем, чтобы у нас как бы они лежали друг на дружке, да? Вот так вот, потом стянулись когда. Так, также расправляем и смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, пока поддеваем. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Поддеваю снизу вверх. Вот так, сильно не тянем. И так нужно продеть через все колечки. Все, я продела ниточку через все, смотрите, через все, получается, круги. Иголочку можно убрать, но пока пусть. Теперь нам нужно это все стянуть, то есть завязать узел. Затягиваем вот так вот узелочек. Вот так. Видите, как все стянулось. Еще один узелочек покрепче. Лучше перевернуть на обратную сторону ниточки, чтобы узелки не были видны. Сейчас я продену, да, на эту сторону. Иголку я специально не убираю. Ну ладно, вылетела мне иголочка. Так, сейчас еще раз посильнее затягиваю и завязываю узелок. Переворачиваем и смотрим. Все стянулось идеально. Так, ниточки немножечко, чтобы узелочек не вылазил, мы ниточки немножечко переместим чуть-чуть подальше. Можно вот так вот одинарную нить или двойную. Сейчас еще один раз подхвачу петельку и завязать здесь узелочек или хорошо заправить нить, и тогда точно у нас не будет ничего видно. Так. Хорошенько затягиваем. Вот так. Все. Все, подставка под горячая, прихватка готова, где моя петелечка. А теперь нужно немножечко можно обработать паром, утюжком. Вот такая прекрасная прихватка, подставка под горячий или просто декор для дома, для кухни у меня получилось. Учитесь, дерзайте, у вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!